Привет, дорогие друзья! Сегодня будем миксовать универсальную арабскую смесь специй. Кардамон – 1 столовая ложка. Колпаси – 1 столовая ложка. Колпаси – редкая ароматическая специя, представляющая собой высушенный съедобный лишайник. Несмотря на одно из названий «каменный цветок», не является ни цветком, ни растением. Произрастает на камнях, скалах и коре деревьев в горных и лесных районах Азии. Сухие тонкие пластинки серо-черного или темно-коричневого цвета напоминают древесную кору, мох или высушенные лепестки. Аромат тонкий, древесный, землистый, слегка дымный, с легкими грибными и минеральными нотами. Особенно хорошо раскрывается при нагревании в масле или сухом обжаривании. Собственного ярко выраженного вкуса практически не имеет. Основная ценность колпаси заключается в его способности придавать блюдам глубину, насыщенность и сложный многослойный аромат. Колпаси используются в кухнях Южной Азии и Ближнего Востока. Наиболее известен как ингредиент индийских смесей специй, однако также встречается в некоторых арабских и региональных ближневосточных пряных смесях для мясных и рисовых блюд. Его добавляют в смеси специй, пловы и блюда из риса, бирьяни, мясные блюда из баранины, говядины и птицы, карри, насыщенные соусы и подливы. Используется в небольших количествах. Обычно добавляется в начале приготовления вместе с другими цельными специями для раскрытия аромата. Колпаси – одна из немногих специй в мире, которая представляет собой не часть растения, а природный лишайник. Благодаря своему необычному происхождению и способности усиливать аромат других специй, его часто называют секретным ингредиентом профессиональных поваров Востока. Именно колпаси придает многим восточным смесям тот загадочный глубокий аромат, который невозможно получить с помощью обычных специй. Кориандр – 1 столовая ложка. Гвоздика – 1 столовая ложка. Перец черный – 1 столовая ложка. Зира – 1 столовая ложка. Фенхель – 1 столовая ложка. Бадьян – 3-4 звездочки, смотря какого размера. Поломаем. Черный кардамон – 5 штучек. Сушеный имбирь, так, чтобы в столовую ложку поместился. Палочки корицы. Поломаем. 3 лавровых листика. Порежем. Потом молоть будет легче. 3 сушеных красных чили. Тоже порежем. 3 сушеных лимончика или лайма. Обязательно разрезаем. Убираем все косточки, чтобы они не придавали приправе горечь. И, конечно же, нужно обязательно проверить, чтобы в лимонах или лаймах не было плесени. Обжариваем на среднем огне, пока не почувствуете усилившийся аромат специй. Когда зернышки специй начнут потрескивать, добавляем 1 чайную ложку куркумы. Несколько секунд достаточно. Выключаем. Но продолжаем помешивать. Ну, достаточно. Пусть остывает. Друзья, спасибо вам за лайки, комментарии и за то, что делаете с нашими видео в своих социальных сетях. Это очень помогает продвижению канала и вдохновляет нас снимать новые рецепты
для вас. После того, как специи остынут, отправляем их в кофемолку. В моей кофемолке места недостаточно. Все не поместится. Придется молоть 2 раза. Вы даже представить не можете, какой здесь аромат. Эта приправа отлично подходит для очень многих блюд. Для мяса, курицы, овощей на гриле, даже для риса. Вообще, приправа универсальная. Друзья, напишите, а вы миксуете специи? Если да, то какие, поделитесь. Ну а я, как всегда, жду вас в гости снова.